Доброго времени суток, выполняем достижение из раздела «Победитель 10». Обратный разворот. Телепортируемся на еженедельного босса Гасайтот. Выбираем уровень 80 или 70 и обязательно берем в отряд хорошего хиллера и щитовика. Требование достижения заключается в том, чтобы Гасайтот уменьшил арену сражения 3 раза, а затем нужно победить его. Можете нанести какой-то урон, чтобы в конце победить было легче, как это сделал я. Когда арена будет уменьшаться, на краю, где была обрезана арена, останется след расплавленного камня. Это второй раз, когда босс уменьшает арену. Ждем третьего уменьшения арены. Вот уже и третий раз. Как только босс уменьшил арену в третий раз, побеждаем его и забираем достижение. Слишком поздно механизм, и луна еще не взошла. Для начала в отряд обязательно берем качину и телепортируемся к автоматону таинственного источника конфигуратор. Переключаемся на качину, садимся на турбовихрь и уничтожаем накопители. За это мы получаем «Луна еще не взошла» достижение из чудес мира. Чтобы получить второе достижение «Слишком поздно механизм», необходимо добить босса. Это достижение относится к категории «Победитель 10». Воздушные атаки не всегда успешные. Телепортируемся к Кукузавр Тиран Золотого Племени. В отряд обязательно берем персонажей с гидрофтихией. Начинаем бой. Наносим немного урона, и Кукузавр превращается во вторую форму. Именно она нам и нужна. Ждем появления пера Пламенного Ветра, который выглядит вот так. Разрушаем его с помощью гидрофтихии и ждем еще одно перо. Жареное мороженое. Телепортируемся к прожорливый горный король Юмкозавров. В отряд берем персонажей с криво и пиростихией. Начинаем бой, снижаем уровень жизни короля Юмкозавров на 20% и ждем появления надписи о плодах. Для достижения горный король должен скушать горящий плод, когда на нем есть крио-статус. Вешаем на него крио и поджигаем плод. За это получаем достижение. Пламя гранат не просто для красоты. Нужен тоже король Юмкозавров, чтобы получить достижение снизьте его здоровье до минимума, не добивая. Затем дождитесь появления плодов, они появятся рядом. Подожгите один из них, и когда он съест этот плод, он получит урон и добьет сам себя. К счастью, я превосхожу тебя. Направляемся к говорящей с духами отшельнице. Для достижения нужно разрушить 8 отражений за один бой. Обязательно в отряд возьмите пирогероев, либо Ситлали и Арарона. С помощью заряженных атак они могут обездвижить и нанести урон отражением. Начинаем бой и наносим какой-либо урон отшельнице и ожидаем появления 4 отражений. Разрушаем отражение с помощью пироатак, либо заряженных атак Ситлали и Арарона. Как только разрушили первых 4 отражения, наносим какой-либо урон, не добивая, и ждем второе появление 4 отражений. Как только появились последних 4 отражения, уничтожаем их и получаем достижение. Завриан особой формы. Для достижения нужна сумрачная попила. Суть достижения в том, чтобы одолеть сумрачную попилу в форме древний геовишап, морской конек и пернатый плесенник. Последовательность одержания побед над данными формами не важна.
Сумрачная папилла имеет 3 набора перевоплощений. Первый включает в себя магу Кенки, древний Гео Вишапа, электрогипостазис. Второй набор – легат големов, морской конек, горный король юмкозавров. Третий набор – дракон вечных бедствий, пернатый плесенник, криопапоротник. Как вы поняли, минимум для достижения надо будет сходить 3 раза. Дальше видео будет просто там нарезка то, что я убил нужные формы и получил достижение. Так, эта информация для тех, кто говорит, что якобы я делал все правильно, убил все 3 нужные формы, а по итогу мне не дали ачивку. Смотрите, бывает такая ситуация, когда нужная форма появляется на доли секунды. И вы убиваете в тот момент, когда она уже начинает превращаться в другую. И вам показалось якобы, что вы одолели нужную вам форму, и вы в этом уверены. Вы как бы продолжаете дальше убивать, например, вы не убили в тайминг древнего Геошапа, дальше вы убиваете древнего конька, и пернатого плесенника вы убиваете, да, и вам не дают ачивку. Ваши действия. Опять заново идете убивать древнего Геошапа, конька и пернатого. И все должно быть в тайминг. Когда вы все сделаете в нужный тайминг, когда именно его форма, да, он находится вне, и вы именно убиваете его в нужной форме, а не когда он там перевоплощение начинается, и вы убиваете якобы в последнюю секунду, и вам кажется, что вы убили, ну вы успели. Нет, вы не успели. То есть вы опять заново по кругу. То есть, думаю, с этим все понятно.